Гвоздь в крышку гроба лукашенковского режима. Они считают, с нами общаются из вежливости, думают, не воспринимают всерьез, или делают вид, что так думают, пренебрежительно называя беглыми и якобы не замечая нашей работы публично. Они пристально наблюдают за нами, всматриваясь вместе с тем в очень неясное свое же будущее. Потому что каждая наша встреча с чиновниками и политиками ЕС на самом деле гвоздь в крышку гроба лукашенковского режима. Потому что наше сотрудничество с Польшей и всем западным миром медленно, пусть медленно, но постепенно выходит на институциональный уровень. И вот сейчас был визит делегации Объединенного переходного кабинета в Варшаве. Прошла целая серия встреч с высшим руководством Польши и дипломатами Евросоюза. Чего удалось достичь? Канцелярия польского парламента пишет в своем инстаграме о встрече второго лица государства, коим является маршал Сейма, с переходным правительством Беларуси. Казалось бы, пишут и пишут, что ж тут такого? Но как экс-посол с солидным стажем, заверяю вас, на моей памяти не было визита премьер-министра или иного официального лица из Беларуси за всю историю двусторонних отношений, в рамках которого прошло бы столько встреч с руководством и главами министерств Польши. В течение нескольких дней представители Объединенного кабинета Беларуси встретились с президентом Польши Анджеем Дудой, с маршалом Сейма Польши, вице-премьером, министром культуры, министрами иностранных дел, образования, финансов и руководством Минздрава. Также прошли встречи с послами Европейского Союза и специальные открытые слушания в комиссии парламента по иностранным делам. Согласитесь, внушительный список. Безусловно, фактически это политическое признание кабинета с одной стороны, с другой важнее содержание этих встреч, то, ради чего они состоялись и чего все-таки добились мы. Всеми началось обсуждение резолюции парламента Польши по Беларуси. В ходе заседания комиссии по международным делам все депутаты наперебой говорили: хватит церемониться с режимом диктатора Лукашенко. Работаем над конкретными формулировками в резолюции. Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский. На встрече нами были переданы предложения переходного кабинета ввести новые национальные санкции Польши. Это список из 201 фамилии и 13 предприятий военно-промышленного комплекса, а также целый перечень конкретных примеров обхода санкций режимом для того, чтобы устранить лазейки. Обсуждаемые с польским МВД ограничения должны коснуться всех лиц, поддерживающих агрессию и причастных к репрессиям, как против белорусов, так и против польского национального меньшинства. Но разве мы считаем нормальным, когда на территории нашей страны можно бульдозером стереть с лица земли кладбище? Это нельзя объяснить и понять, тем более принять. Кстати, те, кто был в бульдозере, тоже, скорее всего, дождутся суда. Дождутся. Вы же не думаете, что отвечать за все будет один Лукашенко или руководство Ашмянского района? Затронем другую важную тему встречи с главой МВД. Возможно лишение белорусов гражданства. Польская сторона приняла к обсуждению полномочия переходного кабинета подтверждать принадлежность к гражданству Беларуси с последующей выдачей паспортов. Пока же Варшава с января начала выдачу специальных проездных документов белорусам, которые по тем или иным причинам утратили паспорта и находятся в Польше на гуманитарных основаниях. Этот документ будет выполнять функции паспорта при пересечении границ других стран. Однако главным итогом встречи стоит назвать создание постоянно действующей совместной рабочей группы Министерства внутренних дел и Объединенного переходного кабинета Беларуси для решения упомянутых и иных вопросов. И повестка работы группы только расширится. К слову, также двусторонняя рабочая группа кабинета будет учреждена и с польским Минфином. Согласие на это выразила министр финансов Польши Тереза Червинская. Таким образом, мы констатируем создание института для решения проблем при открытии счетов, открытия и ведения бизнеса белорусами в Польше. Министерство иностранных дел, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау провел встречу. И центральной темой обсуждения представителей кабинета в Министерстве иностранных дел стали договоренности о выработке стратегии и возможность создания коалиции стран, которые будут занимать проактивную позицию по поддержке демократической Беларуси. Поддержать белорусов намерено и Министерство образования Польши. Министр Przemysław Czarnek заверил о готовности выделить финансирование на развитие белорусских воскресных школ, исследование белорусского языка и литературы, которым будут заниматься белорусы. И знаете, что было важно для меня услышать там, как для белоруса?
У нас нет цели привязать вас к Польше. Наша цель – помочь вам вернуться в Беларусь в ближайшее время и строить новую Беларусь. В основе этого лежит поддержка Министерством образования Польши наших студентов, содействие в подготовке кадров для будущей Беларуси, программы Калиновского. И здесь итогом переговоров с представителем Минобразования также стало согласие на создание совместной рабочей группы, которую со стороны Объединенного переходного кабинета возглавит ее представитель по национальному возрождению Алина Ковшик. Ну и встреча в Министерстве здравоохранения. Там понимают проблемы белорусских медиков, которые сталкиваются со сложностями при подтверждении своего образования и квалификации. Например, отсутствием апостиля из-за невозможности проставить его в Беларуси. Представители Министерства здравоохранения подтвердили готовность решать эти проблемные вопросы в интересах белорусов. В бытность работы послом в Польше, завершая дипмиссию, мне пришлось оставить такой небольшой результат, как 17 межправительственных комиссий и рабочих групп двустороннего сотрудничества между Беларусью и Польшей. Это были институты сотрудничества, и они, безусловно, способствовали приданию эффективности этому сотрудничеству. То же самое фактически произошло и на этой неделе. Ну, поживем увидим, конечно, результаты самое главное. Подводя итог всех этих встреч, скажу, что этот визит представителей переходного кабинета пусть и не решил всех проблем, но выстраивает систему взаимодействия, чтобы быстрее их решать, эти проблемы. Ну и вишенка на торте, пришедшая нам из Страсбурга как раз в те дни, когда проходили встречи на высшем и высоком уровне в Варшаве. И она от Парламентской ассамблеи Совета Европы. Впрочем, это уже другая история. О ней мы расскажем вам позже. Думаю, отдельному, небезызвестному нам зрителю и его компании будет любопытно узнать подробности.